боковую. Я бы рекомендовал к таким вещам более внимательно относиться. Выдрала один болт прям из резьбы. Конечно, это не очень хорошо. Миш, ну на самом деле не здравствуй, а до свидания. Мы поймали тебя буквально уже на снаряженной лодке здесь. И бегло снимем коротенький обзор о новинке, которую ты привез. Буквально 2 слова. Наверное, без преувеличения можно сказать, что у нас в этом сезоне получился самый большой, самый масштабный съезд любителей и профессионалов, производителей и прочего, да, водометных лодок. Я знаю, ты вчера говорил, что когда ты сделаешь первый прототип, ты обязательно на этот съезд приедешь. Так и есть. Это ты сделал, это прототип прямоточного водомета. Михаил, руководитель, основатель производственной торговой компании Jet Wolf. Я думаю, водомет будет иметь одноименное название, да, предположительно. Ну, Jet Wolf Outboard, скажем так. Jet GVO, да, GVO, да. Вот. Поэтому, ну, пару слов давай коротко об идее. Как эта идея вообще пришла тебе в голову? Я знаю, что ты уже не 1 год трудишься. Все испытания, все разработки ты выкладываешь, советуешься, не спешишь выйти с ним на рынок полностью. Вот мы сейчас дошли до того этапа, когда проверили в самых реальных жестких условиях это было этот аппарат. Ну, расскажи нашим зрителям, пожалуйста. Да, всем, как говорится, приветствую всех. Ну, идея родилась давно, ну, скажем так, да, улитка, да, она есть, да, она выпускается очень давно, это 60 там какого-то года, там, или 70-го, это очень большой срок. Ну, естественно, читая книги про водометы, когда я очень сильно увлекся, это был 13-й год, и первые водометы как раз в 2013 году я начал точить из пенопласта. Корпус, ну и все такое. Конечно, очень сильно начал заниматься, когда вот Jet Wolf водозаборники резиновые в 2016 году начали выпускать. Это сильно двинуло мою идею вот прямо вот в реалию. Я задумался, почему прямотоки, ну, не имеют места быть. Естественно, проанализировав то, что водозаборники резиновые спасают водометы, так оно и есть. Виталий, кстати, это первый, кто придумал уже серийный выпуск, там, проходимец. Мы его уже из полиуретана начали лить. И идея защитить водомет тоже полиуретаном, она была как эврика. То есть, грубо выражаясь, любой прямоточный водомет, попыток было очень много, начиная с советских времен. Выпускались прямотоки, это не секрет, на Вихрь, на другие какие-то моторы советские, но они не дожили до наших времен, их очень тяжело найти, ну, это старый водомет, для меня была проблема. Но в итоге я купил японский водомет прямоточный, и, конечно же, это проблема прямо на поверхности. Проблема в том, что угловой редуктор, редуктор винтовой мы снимаем полностью, и здесь внутри есть редуктор тоже угловой. И все водометы, которые были ранее сделаны японцами, американцами и нашими советскими инженерами, они все были как единое целое вместе с редуктором. Ну, грубо выражаясь, те удары, как я получал здесь на Малом Абакане, это, конечно, были бы фатальные. Это было бы просто, разрушился бы корпус редуктора, а это все. Если на улитке это просто поломается интейк, и ты его поменял, водозаборник, и дальше поехал, то здесь однозначно зацепит редуктор, однозначно корпус, однозначно все это развалится. И, конечно, это было очень большой проблемой.
вот ударчики, естественно. Вот эти вот. Ну это, то есть, хороший калибр. Смотри, как все набилось. Это все отлично, да? Работает. Вот они, смотри, какие удары были. Да. И вот выгнула пластину боковую. Ну, она из полиуретана, ее только нужно прикрутить, но на Ее можно сейчас прикрутить. Да, на саморез надо прикрутить ее. Если возьмешь отвертку, я прикручу сейчас. Давай. Ну все, я отремонтировал. Ну как отремонтировал? Просто обратно эти саморезики воткнул обратно. Да, будем использовать полиуретановые герметики, чтобы хорошо все приклеилось по периметру. И все будет отлично. И вот, собственно, водомет я весь как бы не придумывал, а придумал только то, что вот этот корпус сам, он съемный. Он защищает редуктор угловой, он защищает частично сам импеллер, который находится вот именно вот здесь, ну и обечайку. Собственно говоря, вся механическая часть, которая делает соосность, там, чтобы все эти были четкие зазоры там, и не было смещения, защищает этот корпус. Корпус весь из полиуретана. В этом только и есть ноу-хау. И это самое главное, да. Ну, я правильно понимаю, что основным преимуществом этого водомета, этой установки является повышенное КПД за счет того, что винт располагается на горизонтальной оси, Да. в отличие от расположения на вертикальной оси винта подвесного водомета Outboard Jets и же с ним. И за счет того, что вода не закручивается, не теряет энергию и буквально меняет свой поток, выходит, и за счет этого КПД, эффективность этого водомета выше, в чем мы, собственно говоря, и убедились. Да. Вот отсюда я прям почувствовал со своей разницей, потому что мне надо больше разгона, чтобы в глиссер выйти. Выскакивает, да, Выскакиваю сразу же. Несколько вопросов позадаю, как да. пользователь. Итак, вес выше. Выше. 1,5, чем у другого водомета. Да. Но никаких проблем с этим мы не обнаружили. То есть Ну, да, начиная от тридцашки, ну, сейчас мы ходим на 50 лошадиных сил, мотор, 50-ка, да. вес примерно около 80 килограмм. Ну, нет, сколько он весит без улитки, я не помню, честно. Ну, вообще, я не взвешивал объявленный вес Это 72, это румпельная версия, по-моему, 79-78 килограмм дистанционная, это 72. Да. Минус редуктор, ну, килограмм 12, наверное, да, нет? Да. Ну, то есть, получается, сама голова мотора весит примерно около 60 килограмм, скажем так. Но вот пока никаких проблем не было, то есть все хорошо работает, держит. Конечно, для мелких моторов там маленько нужно по-другому, потому что неприлично будет, если водомет будет весить, чем весь сам мотор. Ну да. Ну вот, только из-за этого мне очень хочется выпустить и малую серию, но, по всей видимости, это будет маленько другого типа водомет. В американском водомете находится один единственный подшипник, который сидит на валу, один узел, простой, конкретный, понятный, полностью ремонтопригодный. Если что-то с ним случается, а с этими узлами рано или поздно что-то случается, перекидали, прошприцевали. Ну, в принципе, все это даже делают. Можно с собой про запас возить. Да, в домашних условиях. Здесь у нас получается, конструктивно, за счет изменения, углового редуктора. Сколько здесь подшипников у нас? Сальников, узлов. То есть я закончу вопрос, идею. Можно ли сравнить, что это примерно тот же самый винтовой редуктор? Да, абсолютно верно. То есть конструктивно. Да. То есть ни плюс, ни минус. Да, абсолютно верно, Виталий. Вот в этой части находится угловой редуктор, который отвечает как раз за всю механическую передачу от вала, ведущего вала мотора на ведомый на импеллер. И, конечно, там внутри подшипники так же, как на винтовых редукторах, также обслуживаются таким же маслом раз в год, с обкаткой. Скорее всего, мы будем обкатывать, первоначальную обкатку мы будем делать
Но в итоге это очень легко все меняется масло, и это нужно делать всего раз в год. И опять же, не знаю, преимущество это или нет, один подшипник мы обслуживаем каждые 10 часов на улитке, а здесь мы раз в год. То есть нужно поменять масло в редукторе. Ну, собственно, на этом все. Единственное, что плюсом прибавляется, я использую конструкцию, вал у меня разделяется, то есть, грубо выражаясь, у меня нет никакой там гайки, которая импеллер закручивает. У меня с двух сторон импеллер зажат между двух валов. Это очень просто, удобно и без всяких проблем. Еще один подшипник ступичный находится в самом справляющем аппарате. Это дополнительно. Там тоже есть жидкое масло. Оно жидкое, сразу говорю сказать. Оно неконсистентное. И его хватает тоже на год. Можно раз в год его менять. Я думаю, что с этим любой справится. Здесь вот очень просто выкручивается так называемый болтик, винтик, где можно вылить масло и также его залить. Ну, собственно, все просто. Это сложно, но и настолько же просто, скажем так. Простому обывателю полностью произвести какой-то технический ремонт в полевых условиях намного сложнее, чем улитки. Да. Ну, Поэтому нужно будет в таких случаях, у нас же народ какой, приехали осенью, лодки бросили и все. Да. То есть сейчас уже я бы рекомендовал к таким вещам более внимательно относиться к сезонному регламентному обслуживанию. Закончили сезон, провели полное ТО. Ничем не отличается, как винтовой. Вот серьезно. Один в один. Да. То есть забыли поменять масло, поменять его осенью. Забыли, знаете, там жидкое масло, в конце концов. Да, обкаточное масло нужно поменять через первые 10 часов. Это нормально абсолютно. Всем понятная процедура. Предполагается, естественно, заслонка реверса вверх или вниз будет? Скажи. Она будет вверх, безусловно. Вверх. Да. Мы сейчас уже третью-четвертую модификацию. Все, я заложил все эти отверстия. Сразу, это литьевая уже деталь. Заложил их сразу, чтобы был реверс. Но пока мы трудимся над тем, чтобы он был более эффективный, простой и никак не мешал, скажем так, жизни водометчика в экстремальных условиях. Потому что любой удар, как я это уже понял, удары здесь очень сильные, особенно на спуске. Это неконтролируемая вещь, потому что эти камни, которые, я понимаю, почему все-таки резиновый водозаборник или водовод, его по-другому назвать, он спасает. И, конечно, и понял, что нужен реверс тоже. Но реверс, когда он ломается при штурмах, он даже, скажем так, теряет управляемость, когда он снизу, я так понимаю, на улитке. Да, он задевает здесь, конечно, камень. будет вверх. Вот даже здесь на плите переходной, так называемой, есть два отверстия для крепления кронштейна. То есть все отверстия есть, везде резьба нарезана, только мы сейчас с конструктивом маленечко пошаманим, и все. Я надеюсь, что все будет отлично. По итогам буквально позавчерашних заездов мы все равно обнаружили некоторые недостатки, которые сейчас мы уже обсудили, подлежат коррекции. Да? Да. Это чуть большее завоздушивание, чуть большая воздушная яма за счет ширины, высоты решеток. То есть вот все, что прошел этот водомет, мы видим, немножечко закусило полиуретана. Решетки абсолютно целые. Да? Также есть оси, решетки. Да. Вот. Над этим, я так понимаю, еще поработать надо будет. Вот такая вот решеточка получилась у нас ровненькая, никаких проблем. Да, будем менять, конечно же, конструкцию выхлопа. Вот здесь внизу самое уязвимое место у нас получилось. Вот. И будем менять выхлоп, чтобы он был не так вниз. Потому что реально получается, что неконтролируемые газы засасываются в водовод. И получается завоздушивание солидное. Будем выводить его сюда
снаружи. Это не самый твердый полиуретан, Это который 90-е. 90-е, да, то есть испытания прошел на 90-м, я так полагаю, на 95-м, который более жестче, вы еще проведете дополнительные Да, испытания. прототип уже стоит. Да, потому что единственный вопрос – это надежность. Это всегда. Как бы, да. И я вижу, что вы уделяете максимальный объем внимания тестам именно вот на надежность. То, что едет, он уже как бы очевидно едет очень неплохо. Миш, как устроена система охлаждения? Давай в двух словах. И я знаю, что здесь нет крыльчатки охлаждения, Нет. свойственной серийному мотору, которую мы просто переносим с винтового редуктора на подвесной водомет. Да, так И есть. в принципе остается у нас на подвесном аутбордовском водомете тот же самый заводской регламентированный узел. Да. Здесь такого нет. Как здесь все устроено? Вот этот элемент называется спрямляющий аппарат. Это как раз и есть зона повышенного давления. Это в этом спрямляющем аппарате две функции. То есть он еще более дожимает поток, который выходит из импеллера. И в слове спрямляющий, это ключевое слово, он выпрямляет поток, закрученный импеллером уже на выходе. А там стоят 6 лопаток, они в противоположную сторону загнутые и выпрямляют. И здесь же у нас сделана система забора воды, это просто отверстие. Также мы применяем для фильтрации абсолютно простой на полдюйма из косового фильтра из сантехники, вот прям без проблем, прям технически, скажем так, пробка, и здесь стоит сетчатый фильтр. То есть он не дает возможность пройти и забиться дальше в системе там какому-то там песку, гальке, там траве, там песчинкам и так далее. То есть особенно по первой весенней воде это такая актуальная вещь, там, что чтобы вот не забивалось. И когда забьется, очень легко это все откручивается. Открутил ключ на 17. Если какой-то крупный камень там заколошматился, вот, то это откручивается сверху и просто пробивается. Ну, то есть сама трубка до двигателя идет прямо сквозным до системы охлаждения двигателя под прямым углом. Здесь уже переходная, скажем так, трубка стоит, которая каждому двигателю индивидуальна. Как вы понимаете, там разнообразие просто огромное. Вот. Две трубки. Трубка одна до вертикальной, и уже через переходную идет сам двигатель. Ну вот, собственно, наверное, проще простого. Есть такой момент, что не все производители двигателей, да, бренды, которые есть на рынке, они поддерживают гарантию после установки, например, либо водометной насадки. Вот, например, Yamaha, да, она вообще говорит: ребят, установили водометную насадку, гарантии нет. Либо эту гарантию берет на себя сервисный центр, да, либо дилерский центр. Вот. Вопрос есть в том, как они отреагируют, да, на это изделие, как бы. Вот. Но Для у нас... меня это новость, честно говоря. Не, ну это действительно так, как бы, потому что, ну, бывали случаи, когда приходит человек, как бы: ой, извините, там водомет, вы ставили водомет, вы его, в него получали удары, да, вот, и, как бы, извините. Такие случаи были. Но они так или иначе решаются, либо не решаются. Ну, вот такой момент есть. Но вот опыт показывает, что никаких проблем ни с охлаждением, ни с чем нету. Намного больше проблем от удара с винтовым редуктором. Как бы мы ни ходили, в любом случае камень есть камень. Это легкий мотор, который отскакивает. Есть моторы тяжелее, которые не отскакивают. Они наносят существенно больший ущерб нижней части. Ну, в случае с подвесным водометом это интейку. Здесь как такового интейка отдельного нет. Здесь есть нижняя часть, некий такой сегмент, да, достаточно крупный и массивный. Вот это вот все он.
Да. Или он где-то вот здесь разъемный под этой Нет. пластиной? Нет, Это все он. Это все он. То есть это предполагается, что это будет отдельная Она так и есть. запчасть, Да. которую в случае повреждения как бы Можно надо поменять. можно будет менять. Соответственно, помимо разработки и выпуска в серию самого изделия, самого продукта, идет какая-то параллельная работа для того, чтобы сразу же обеспечить необходимыми комплектующими потребителей этого водомета. да. Тут правильно? Абсолютно верно. Все преимущество этого водомета в том, что этот корпус водовода, он единый и он съемный. Причем он снимается без разбора полностью редуктора, там, водомета и так далее. То есть, да, нужно открутить там некоторое количество там болтов, винтов и так далее, и он будет съемный. Конечно, я его ставлю на герметик, потому что он соприкасается с элементами механической части водомета. И чтобы не было завоздушивания потока, там, чтобы не подсасывал воздух водомет, нужно маленько там герметик. Это, безусловно, условия для установки. Но вот единственное, наверное, как бы непривычная для водометчика вещь, это вот герметик. Но так как мы эту вещь, предполагаем, будем делать из 95-го полиуретана, а он более износостойкий, ну, практически, я сказал бы, вечный. Миш, спасибо большое за то, что рассказал подробно. Мы не будем, здесь очень много на самом деле моментов и аспектов, о которых можно говорить и говорить Да, и говорить. это долго, да. Но у нас такой общий ознакомительный обзор. Есть еще что-то, что бы ты хотел добавить? Я нашим добавлю только- зрителям, подписчикам, Да. какие-то ключевые общие моменты касательно. Да, скажем так, конечно, стреляющий аппарат, он очень небольшого размера по сравнению с той улиткой, которая у нас есть. И наполнение уже водой там с реактивной тягой намного происходит быстрее. Также мы видим эту белую часть, это и есть сопло. Причем оно съемное на 6 винтах. Можно ставить разного диаметра под разные двигателя, потому что само тело улитки, оно будет продаваться или будет представлено на рынок именно как отдельное. Она будет единая от 30 до 70 лошадиных сил. Вот в таком вот виде железка, которая здесь стояла у нас. Ее как раз зацепила и выдрала один болт прям из резьбы. Конечно, это не очень хорошо. Надо сделать выводы. А выводы такие, что железку здесь использовать нет смысла. И скорее всего эти все болты нужно будет заглублять, чтобы были скользящие удары. Это полиэтилен, ничего, все стерпит. Но любую зацеплялку, железку, она еще зацепилась, потому что здесь у нас не хватило материала и заготовка была меньше размером, и здесь как раз она зацепилась. И это вот, наверное, тоже есть проблема. Так что сделаем выводы. Будет только два типа импеллеров. Импеллер, скажем так, 120 и импеллер 130. Это 120 это на 30-40 лошадиных сил. И 130 импеллер это будет от 40 до 60. Почему я говорю, что 40 попадает и туда, потому что на самом деле, поставив винт более меньшего диаметра, мы можем отрегулировать соплом всегда свои обороты и будем эффективно ездить. На самом деле он абсолютно подвержен, кастомить можно до бесконечности. Путем поджатия, меняя сопло, путем изменения так называемого импеллера. Причем импеллер, конечно же, чертежи я буду выкладывать, чтобы была возможность для наших умельцев, а они у нас есть в России, чтобы они могли придумать какие-то свои там импеллера там, или что-то еще. То есть все сделано для того, чтобы можно было кастомить. Мало того, на видовом валу есть специальное место под турбоимпеллер. То есть, грубо выражаясь, если там 70 лошадиных сил, диаметр, то есть мы разрабатываем пока сейчас маленький импеллер перед основным импеллером. Это будет турбоимпеллер,
чтобы как раз всю эту вот бучу белую перерабатывать, чтобы она была и более эффективна именно в подъемах и так далее. Также это же съемная вещь. Сюда можно поставить так называемый переходник на пожарный шланг и, грубо выражаясь, тушить пожары там на воде. Пожалуйста, проблем нету. Это все мы будем до конца еще разрабатывать, думать, как это, но переходник уже прям напрашивается. И в принципе он реально будет тушить пожары где угодно. Ну это на воде, естественно. Вот. Ну, то есть у водомета, помимо того, чтобы использовать его на лодках, есть еще перспектива применения. Не только для игрушка для больших парней, а это, конечно, и использование в чрезвычайных ситуациях тоже. Миш, у меня сразу же пожелание, как у пользователя, тебе как разработчику, производителю, ты занимаешься выводом продукта на рынок. Большая просьба сразу все довести. У нас сейчас как получается? Человек приобретет одну лодку в этом сезоне, а в следующем ему говорят, а вот новый продукт. Я понял. Да, есть такая, а в следующем вот новый. Поэтому, ну, всегда хочется, конечно, чтобы изделие было доведено, вышло на рынок, и завтра, как бы, ну, не сказали, что а вот лучше, да. Я понимаю. Да, поэтому я вижу, что вы двигаетесь именно в этом направлении и сами финансируете, сами проводите все испытания, все разработки за свой счет, не на пользователях, не на клиентах. Вот, занимаетесь. Мне кажется, все равно это маленько будет, потому что все моменты учесть это очень тяжело. И, допустим, вот, что касается кастома, мне без, скажем так, участия сообщества водометного этого будет очень сложно сделать в одиночку. Потому что одна голова, конечно, хорошо, а вот именно все, причем условия абсолютно разные же, люди используют это в разных ситуациях и под разные цели. И, конечно, мне без советов, там, как говорится, бывалых, это очень тяжело. А если они еще будут его улучшать, кастомить, это будет вот просто отлично. Ну ничего, так это, ну хорошо, а вот сейчас 5 человек сядем, он повезет. Ну давай сядем. Дно прокололи, пробили дно. Единственная проблема всех прямоточных водометов подвесных только одна. Я изучил все советские разработки, все японские, я купил эти ишигаки, изучал американский опыт. Только одна проблема. А проблема в том, что редуктор угловой был за единое целое вместе с водоводом, с водозаборником. За единое целое. А это что значит? Один удар и редуктор фатальный. Все. Он разбивается и никому он не нужен. Понимаешь? А изобретение как раз вот ноу-хау заключается в том, что я придумал водовод интейк, чтобы он был отдельно от редуктора железного, металлического. От этого он съемный. И материал, он съемный, это водовод, он сделан из полиуретана, он съемный, и вот именно поэтому в этом и есть все ноу-хау. На самом деле очень приятно и какая-то внутренняя гордость берется, что у нас в России, в стране есть талантливые люди, которые занимаются реальной разработкой, реальным решением сложных технических вопросов, выводом продукта на рынок. Гордость аж берет. Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время у нас будет возможность предложить нашим клиентам, заказчикам такое изделие, как вариант расширить ассортимент выбора, что все будет работать. Я 100% зная твой характер, уверен, что все вопросы будут решены, ты дожмешь. Миш, благодарю. Не смеем больше задерживать. Вы уже выезжаете, снаряженная лодка. О новой лодке мы, надеюсь, тоже покажем уже в нашем основном видео по этой поездке. Хорошей вам дороги. Спасибо за то, что уделил время. Спасибо за беглый обзор. Все, спасибо. Давайте, хорошей дороги, ребят.